Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такие слитки с жаккардовым узором, листики. Связаны они спицами и сверху обвязаны крючком пико. Вяжутся они довольно-таки легко. И я думаю, что труда вам не составит их связать. Для начала нам с вами нужно рассчитать ширину вот этой части, потому как мы будем вязать поперек, то есть в направлении от пяточной части к мысу. Опять берем нашу таблицу и ориентируемся на нее. Я буду вязать на 36 размер. Смотрим. Плотность вязания. Берем ряды. 42 ряда круговых в 10 сантиметрах. 42 это 10 сантиметров. Высота, берем вот эту строчку, высота стенки в пятках на 36 размер 28 рядов круговых. Значит, 28 это х. Отсюда находим х. 28 умножаем на 10 и делим на 42. И получаем 6,67 сантиметра. Теперь давайте проверим по следующей таблице. Здесь у нас 30 круговых рядов в 10 сантиметрах. 30 круговых рядов это 10 сантиметров. А у нас их в 36 ряду высота стенки пятки в рядах 22. 22 это х. Х равен 22 умножаем на 10. Умножаем на 10 и делим на 30. Получаем 7,33 сантиметра. И давайте посчитаем по последней таблице. Здесь плотность вязания 28 рядов в 10 сантиметрах. Двадцать восемь рядов в 10 сантиметрах. Высота стенки пятки в рядах 20. А 20 это будет х. Находим х. 20 умножаем на 10 и делим на 28. Получаем 7,14 сантиметра. Теперь мы все эти показатели складываем и получаем 21,14 сантиметра. И эту цифру
делим на 3. И получаем 7,5 сантиметра. Или 7 высота вот этой части. Стенки пятки. Значит, вы свяжите образец и посмотрите, сколько петель у вас в 7 сантиметрах. Или сколько у вас получится, смотря на какой размер вы будете вязать. Вот по этой таблице вы можете рассчитать на свой размер, какая у вас высота в рядах пятки. Как мы с вами высчитали, вот по этой таблице, в 36 размере высота пятки 7 сантиметров. Вот эта высота вся 7 сантиметров. Но если вы будете вязать резинку, если изначально думаете вязать резинку, то от этих 7 сантиметров вам нужно на резинку убрать. Сминусовать 1 или 1,5 сантиметра. То есть у вас здесь останется высоту пятки нужно будет набирать либо 6 сантиметров, либо 5,5. Если вы отнимете от 1 до 1,5 сантиметров. Вот это имейте в виду, что если вы будете вязать с резинкой, то у вас высота пятки будет другая. Для того, чтобы узор был более выразительный, возьмите тонкие спицы, тонкие, вот у меня 2. И наберите на дополнительную нить столько петель, чтобы у вас вместилось в 7 сантиметров. По крайней мере, вот я так высчитала. У вас там не знаю, сколько получится. Вот я буду набирать 7 сантиметров на дополнительную нить. Почему спицы тонкие? Для того, чтобы узор, который будет на мысе, был более выразительный. Значит, на дополнительную нить у меня, по моим расчетам, 19 петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Теперь мы дополнительную нить обрезаем. Берем основной цвет нити. И вяжем платочной вязкой. То есть по лицевой и по изнаночной стороне лицевые петли.
Почему я вяжу на дополнительную нить? Чтобы можно было при сшивании цепляться вот за эти петли. Это раз. И второе. Край не будет стянут. Значит, как я уже говорила, кромочную петлю снимайте, как вы привыкли, но так, чтобы не перекрутилась петля. Вот. И следующий ряд вяжем тоже лицевыми петлями. Итак, мы вяжем, вот, это мы набрали высоту стенки пятки. Итак, мы вяжем в этом направлении от 11 до 12 сантиметров. Итак, провязала я в длину 11 сантиметров. Значит, эта длина идет вот в этом направлении. А вот эта высота 7 сантиметров. Это высота пятки. Вот мы ее высчитали. Это вот здесь высота. Далее вяжем. Кромочную снимаем. Смотрите, чтобы она не перекрутилась. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Остается у нас 1, 2, 3, 4, 8 петель. Берем нить другого цвета, которая вам понравилась. Я взяла вот такую зеленую, но она очень тонкая. Поэтому взяла в 2 сложения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одну петлю не довязываем. И поворачиваем вязанием. Эту петлю первую снимаем 1. Дальше вяжем изнаночными 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь нити перекручиваем. И тоже вяжем изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вяжем следующий ряд. Одну снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не довязываем 2 петли основного цвета. Нитки сзади перекручиваем. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Поворачиваем вязание. Первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эта дырочка первая, она затянется. Это из-за хвоста. Опять нитки перекручиваем. И вяжем до конца нитью основного цвета. Вязание поворачиваем. Одну снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли не довязываем. Перекручиваем нитки. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вязание поворачиваем. Одну снимаем. Изнаночными 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нитки перекручиваем. Вяжем основным цветом остальные петли. Вязание поворачиваем. Первую снимаем. 2, 3, 4, 5. 2 петли основного цвета остались. Перекручиваем нитки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваемся. Первую петлю снимаем. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нитки перекручиваем. Основным цветом вяжем все петли до конца ряда. Поворачиваемся. Одну сняли. 2, 3. 2 петли не довязываем. Нитки перекручиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваемся.
Одну снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нитки перекручиваем. 3 петли основным цветом. И поворачиваемся. Все, мы оставляем 3 петли. Вот этих 1, 2, 3. Почему? Потому что если мы будем вязать дальше, то у нас рисунок уйдет в подошву. Мало того, что центральный уйдет, так еще сбоку тоже рисунок уйдет в подошву.